Говорят, в жизни неизбежны только две вещи — смерть и налоги. С налогами мы худо-бедно разобрались, ну или почти. А вот как работает смерть? Что именно происходит с телом, мозгом и, возможно, душой? Сегодня разберемся в этом подробно. От говорящих трупов до научного объяснения истории людей, побывавших на том свете. Да, тема не из приятных, но раз вы уже нажали на это видео, значит, вам действительно интересно узнать, что же происходит, когда человек умирает. Прежде чем обсуждать загробную жизнь, начнем с того, что можно изучить с точки зрения науки. Физиология смерти — процесс, который, как ни крути, ждет каждого. Когда человек покидает этот мир, его легкие перестают вдыхать воздух, сердце замирает и больше не перекачивает кровь. Без свежей, насыщенной кислородом крови мозг довольно быстро отключается, а тело погружается в состояние, которое специалисты называют первичной вялостью. Мышцы расслабляются, конечности становятся мягкими и гибкими, веки теряют напряжение, зрачки расширяются, а челюсть часто просто отвисает. Именно поэтому в похоронных бюро нередко зашивают рот умершему, чтобы он не выглядел как зомби на прощании с открытым гробом. Еще один любопытный факт. Мертвецы иногда говорят. Как так? Ведь легкие уже не дышат, но в них все еще остается немного воздуха. Если на грудную клетку надавить, например, при перемещении тела или попытке реанимации, воздух может выйти через трахею, задеть голосовые связки и издать жуткий стон или писк. Да, это не мистика, а чистая физика. В первые часы после смерти тело постепенно бледнеет, наступает так называемая трупная бледность. Примерно через 3 начинается следующий этап — трупное окоченение. Так как организм больше не получает кислород, прекращается выработка энергии — аденозин-трифосфата, который отвечает за работу мышц. Белковые волокна в мышцах застывают, и тело становится твердым, словно статуя. При этом мышцы лица и тела могут продолжать сокращаться еще несколько часов, так что если усопший вдруг дернется или слегка подергается, пугаться не стоит. Это не чудо, а физиология. Все это состояние длится примерно 2 дня, а потом тело снова начинает расслабляться, наступает так называемая вторичная вялость. Существует миф, что после смерти у человека продолжают расти волосы и ногти, но это не так. Просто кожа высыхает и немного стягивается, из-за чего кажется, будто волосы и ногти стали длиннее. На самом деле, они даже начинают выпадать примерно через месяц. Примерно через 2-3 дня после смерти внутренние органы начинают разлагаться. Клетки распадаются, выделяются вещества — путресцин и кадаверин. Их запах считается одним из самых отвратительных в природе. Наш мозг эволюционно запрограммирован отвращаться к нему. Это сигнал опасности, ведь гниющая плоть может быть источником инфекции. Звучит ужасно, но это естественный ход разложения. Позже на тело слетаются мухи и откладывают яйца в мягкие ткани и отверстия. Из яиц появляются личинки, которые быстро разрастаются и поедают все, что остается. Когда все мягкое исчезает, остаются только кости. Дождь, эрозия и время делают свое дело. Кости со временем трескаются и превращаются в пыль. Если тело похоронено в гробу, процесс идет медленнее, но неизбежно. Черви, бактерии и мелкие подземные существа все равно добираются до плоти. В итоге человек становится частью земли, удобряет почву и превращается в энергию, которая питает жизнь других существ. И хотя физически это конец, вопрос остается: а что происходит с сознанием и душой? Здесь все зависит от веры. Христиане считают, что каждый человек обладает бессмертной душой, нематериальной сущностью, которая живет внутри тела и продолжает существование после его смерти.
Когда человек умирает, его душа предстает перед Богом, где решается судьба. Праведники отправляются в рай, а грешники — в ад. В исламе идея похожа, но со своими особенностями. Мусульмане верят, что Аллах решает все, сколько человеку жить и куда он попадет после смерти. Когда человек умирает, два ангела предъявляют его добрые и злые дела. Если верующий следовал заповедям Корана, его ждет рай. А если человек нарушал волю Аллаха, его ждет место страданий, огня и дыма, где души мучаются без надежды на освобождение. У индуистов представление совсем иное. Они верят, что жизнь — это цикл рождения, смерти и перерождения, который называется сансара. Когда тело умирает, душа, или атман, переселяется в новое тело. Каждая жизнь — это возможность накопить хорошую или плохую карму. Добрые поступки ведут к лучшему перерождению, злые — к страданиям или даже к жизни в теле животного. Но если человек живет праведно и достигает духовного совершенства, он освобождается от цикла перерождений и достигает состояния вечного покоя. Во всех этих верованиях есть одно общее — надежда на то, что смерть — это не конец. Для одних она — дверь в вечность, для других — переход в новую форму существования. И даже если наука не может это доказать, вера дает человеку утешение и смысл. Но что же говорит наука? Есть ли хоть какие-то свидетельства, что сознание может существовать после смерти тела? Наука не дает однозначного ответа на вопрос, но пытается разобраться. Самое близкое состояние к смерти — это остановка сердца, когда прекращается дыхание и человек теряет сознание. В этот момент мозг еще несколько секунд остается активным. Именно тогда и могут возникать так называемые предсмертные переживания. В 2008 году ученые из университета Саутгемптона изучили опыт 2000 человек, переживших клиническую смерть. 39% сообщили, что сохраняли осознание происходящего, чувствовали покой, замедление времени или видели вспышки света. 9% рассказывали о туннеле со светом и ощущении выхода из тела, а 2% даже описали реальные события, которые подтвердились, хотя они были клинически мертвы. Ученые считают, что эти переживания можно объяснить физиологией. Когда сердце останавливается, приток крови к мозгу прекращается, но клетки еще несколько секунд вырабатывают электрические импульсы, похожие на активность во сне. Мозг в это время может создавать сюжет из воспоминаний и ожиданий, формируя иллюзию того, что человек видит свет или встречается с кем-то. Пока наука не может доказать существование души или жизни после смерти. Но одно ясно. Человеческий мозг способен создавать удивительно реалистичные образы даже в момент своего угасания. Однако в современном мире у нас появилось новое бессмертие — цифровое. Сегодня даже после смерти человек может остаться в сети. Наши соцсети, фотографии, переписки — все продолжает существовать. Родные могут удалить аккаунт или превратить его в страницу памяти, где близкие оставляют слова и воспоминания. В цифровом смысле мы живем дольше, чем наше тело. Но что происходит дальше, за пределами этого мира, по-прежнему остается загадкой. Никто не знает, что ждет нас после смерти. Одно можно сказать точно — она неизбежна. И, может быть, единственный способ примириться с этим — просто жить так, чтобы не жалеть, когда придет время уйти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.